Этой зимой стояли особо сильные морозы, и к вечеру Степан, который работал лесником, как всегда, сидел у себя в сторожке и внезапно услышал необычные звуки. Он открыл дверь и у порога увидел совершенно тощую волчицу. Он сжалился над бедняжкой и угостил куском мяса. Было очевидно, что с пропитанием в зимнем лесу, раз волчице уже нечего было терять, и она обратилась за помощью к человеку. Волчица приходила за едой ежедневно, и так, на регулярной основе Степан припасал здоровенный кус мяса для нее. Когда жители ближайшей деревни узнали о том, что лесник кормит хищницу, то бросились его критиковать. Однако, его многолетний опыт подсказывал, что голодное животное может совершать набеги на деревню, так что подкармливать было не только человечнее, но и разумнее. Некоторое время спустя волчица уже прекратила захаживать к леснику, и тот даже начал тосковать, ведь он привык к своей лесной гостье. И только полгода спустя она подбежала к его сторожке, но не одна, а в компании двоих маленьких волков, которые долгим благодарным взглядом посмотрели на него. Степан понял, что волчица носила еду своим волчатам, и так они пришли выразить ему благодарность. Больше он не видел этих красивых зверей.